Когда-то, давно это было, жил-был, поживал, да страну добивал некий политический деятель, известный под именем Михаил Сергеевич Горбачев. Непопулярен он был среди простого люда, эгоистично не желавшего перестраиваться. Что совершенно не мешало ему на любой площади любого города устраивать несанкционированные митинги, ни капельки не опасаясь за личную безопасность и вообще не задумываясь о законности подобных мероприятий. Но вот пришло иное время, и явилось в стране демократический лик наипервейшего поднимателя с колен, который на себе познал в совершенстве животворящую технологию этого нехитрого действия, взрастил целую плеяду преданных делу, верных учеников и оставил после себя вполне достойного и крайне популярного преемника, который, в отличие от своих нерадивых предшественников, оказался мужчинкой трусоватым и малообщительным. Страсть, как боявшимся незнакомых людей, случайно встречающихся на улице, а потому ввел традицию, плавно переросшую в новую доктрину ограничения свободы, сводящуюся к нехитрому тезису «разгонять и запрещать», в связи с чем всех незнакомых людей, которые могли бы случайно предстать пред очи великого и ужасного, следует немедленно изгонять с улиц и площадей, где может появиться его темнейшество, пользующееся невиданной поддержкой неведомого народа, что в принципе не отменяет некоторых побочных эксцессов локального характера. Но в остальном все привычно, безлюдно и пустынно. Зачем его темнейшеству встречаться с этими злобными и агрессивными людишками, когда для антуража всегда поблизости имеются проверенные товарищи, умело, уже практически профессионально изображающие верноподданный народ, ну просто обожающий своего кормильца? Кого он боится, этот клоун, называющий себя президентом? Кого чурается? Бесконечно труден, то лбом об стену, то наоборот. К нам в Халуево приезжает Путин, чтобы увидеть, как живет народ. Народ в ключе такого поворота поднялся на великие дела, и церковь поменяла план работы, и исполком забил в колокола. Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории. Вот демократия или нет, кто не согласен, тот подлец. Вы нам вообще не нужны, вы такой же прихлебатель, как все остальные. Вы зачем здесь подошли? Конечно. Вас выбрала Единая Россия. Никто не выбирал. Нам нужно убрать Путина. Все. Меня никто не убирал. Нам нужно убрать Путина. Да хорошо с этим. Дальше дайте ответить человеку. Убрать Путина. Нам не нужен ни Дулеев, ни Сердюков. Нам нужно убрать Путина. Убрать Путина законным методом. Которые не подпускали, они тушили, это разные вещи. Правительство лживое, вы стоите, вам веры нету, потому что в стране все хорошо, и одна сказка, и вы летите по этим своим федеральным каналам. Вот здесь уже торчит люди. Началось, как обычно, на горе, на людском. Начали все
вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали, в момент. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200 там, значит, вот. Что хотят, это вообще не родственники погибших. Это вообще вот, ну, те, кто постоянно в Базаке. Мы работаем с ними. Какая разница, сколько их? Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Они нам не нужны! Гулев не нужен! Путина в отставку! Ничего не делаем! Он всех нас нужны! Он всех нас тащит на войну в Сирию, в Украину! Не Донбасс! Говорим, нельзя, это святотатство, когда вот горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы. Вы спокойно разговариваете с ним. Молодой человек, вы что, хотите попьяниться на город? У меня погибла Востриков, сестренка Сабадаш, Алена Игоревна, жена Вострикова Елена Сергеевна, 3 детей, 7, 5, 2 года. Попиариться пошел, да? Да я как все здесь молчу. Выборы были. Охота было, тут, знаешь, сердце болит за душу, но я понимаю, что вот под нашим иго, если я начну рыпаться, пикаться, и нет работы. И так все ходят молчат. Задушили людей.